Sivga P2 Pro — это отличные планарные наушники с потрясающим внешним видом. С вами IC Genius, погнали! Приходят они в большой картонной коробке с изображением самих наушников и названием этой модели P2 Pro. И за звук здесь отвечает планарный излучатель 97 на 76 мм, чувствительность составляет 98 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Большой кейс из кожзаменителя с логотипом компании Sivga. Шикарный кабель с коннекторами 3.5 и штекером на 4.4 джек. Кабель не путается и по качеству изготовления действительно отличный. Мне он реально очень понравился, и менять его никакого смысла-то и нету. Специальный переходник с 4.4 джек на обычный 3.5 и с 3.5 на 6.3 джек. Ну и фирменный мешочек Sivga для хранения кабеля. И вот так выглядят эти планарные наушники Sivga P2 Pro. Они имеют открытый тип конструкции, поэтому людям рядом с вами будет достаточно хорошо и четко слышно всю музыку, что вы собираетесь на них слушать. Чашечки у них тут выполнены из натурального красного дуба, а тут располагается разъем 3.5 для подключения комплектного кабеля. А на лицевой части имеется металлическая решетка в виде вот такой вот чешуи. А внутренняя часть оголовья у них изготовлена из кожзама с логотипом компании, вот здесь вот сверху, и использованием уже вельвета внутри. Основное же оголовье выполнено из металла с маркировкой каналов правый и левый, и оно отлично регулируется для лучшей подстройки под вас вот таким вот образом. А сами чашечки вращаются на 180 градусов. И, конечно, стоит похвалить вот эти суперудобные и мягкие амбушюры, где внутри достаточно места, и при использовании наушников вам ничего нигде не давит. И их не хочется снять как можно быстрее от того, что ваши уши вспотели или устали. Даже несмотря на то, что сейчас очень жаркое лето, можно этими наушниками пользоваться длительное время без каких-либо проблем. А вот с качеством и сборкой тут все отлично, ничего нигде не скрипит. Это четкая монолитная конструкция, наушники точно не ощущаются хлипкими и дешевыми, и когда вы их берете первый раз, вам точно становится понятно, что это не какая-то игрушка из детского отдела, а действительно серьезный по качеству изготовления продукт. А вот теперь предлагаю обсудить звучание планарных наушников Sivga P2 Pro. Я прослушивал их на разных источниках, будь то это какой-то более скромный небольшой цапик для смартфона или более серьезный уровень, как у Topping G5 или 1X2, который я недавно приобрел себе для студийного конденсаторного микрофона, чтобы получить лучший звук в своих обзорах, который вы сейчас, собственно, и слышите. Надеюсь, вы уже успели оценить его. Ну и когда только начинаешь слушать наушники, становится сразу понятно, что наушники не для лютых басхедов, так как тут нету огромного количества убойного, перекрывающего и раздутого баса, и речь тут идет больше о качестве воспроизведения низких частот, нежели о огромнейшем бубнящем количестве, так как по сути вплоть до 2 кГц частотная характеристика у этих наушников линейная, с небольшим пиком на 3 кГц, который просто необходим для того, чтобы сделать звучание менее скучным и привычным для нас, а высокие частоты тут достаточно продолжительные, лишь с небольшим и легким затуханием после 15 кГц. И общий тон подачи у этих наушников я бы охарактеризовал как достаточно теплый, точно не сухой и скучный по восприятию, так как все-таки тут есть хорошая сохраненная энергия и прозрачность, но давайте по порядку. Низкие частоты тут точные, ровные и максимально подконтрольные, с небольшим бустом саббаса, но достаточным, чтобы хорошо слышать всю глубину и мощь, и присутствовала та самая накачка и басовый объем. Мидбас же тут более спокоен и аккуратен в подаче, совершенно не лезет на средние частоты и не берет на себя много внимания, лишь плавно и аккуратно дает характерный панч в хип-хоп жанрах и электронике с точным подчеркиванием удара кика, который очень хорошо прослушивается с явно выделенной атакой.
что и было мной ожидаемо от планарных наушников. Да и стоит сказать, что воспроизведение текстуры и слышимость сатурации тут точно находятся на высоком уровне. Это очень прозрачный и крайне проработанный бас без какой-либо гулкости и мути. А вот средние частоты тут, несмотря на график наушников, воспринимаются как очень динамичные, с более явным выделением, из-за чего сразу с первого прослушивания заметно, что вокал тут очень хорошо акцентирует внимание на себе, а инструменты в качестве некой подложки под него хорошо заполняют просто супер широченное пространство, которое строится и воспринимается так объемно и открыто, что вы буквально погружаетесь в него. Да, наушники действительно дают этот эффект, за счет чего подача тут в некой степени, на мой взгляд, получилась очень атмосферная, теплая и приятная по восприятию и точно не скучная. Мне нравится тут и количество воздуха, и то, как наушники подчеркивают все переходные процессы у барабанов, да и все шлейфы и послезвучия у вас буквально на ладони. Даже прислушиваться не надо, наушники моментально рисуют все эти моменты сразу из коробки, что на самом деле похвально. А высокие частоты являются тут идеальным дополнением и раскрытием музыкальных композиций. Они техничные, детальные, тут вам и огромное количество воздуха, и достаточная прозрачность с хорошим разделением образов в пространстве, да и тарелочки и перкуссии очень хорошо прослушиваются в миксе, и их образы точно не смазаны и не зажаты. Поэтому здесь вам предоставляется отличная возможность послушать как что-то более тяжелое и экспериментальное, так и любители джаза, классики и оркестровой музыки точно будут довольны, так как аналитичная способность у этих наушников очень четко выстраивать все инструменты, планы и ударные барабаны в пространстве просто удивляет. Такую буквально хирургическую технику я давненько не встречал. Это тот самый уровень, как у топовых внутриканальных наушников. А вывод по этим планарным наушникам Sivka P2 Pro у меня получился таков. Это шикарные по качеству изготовления и звучанию наушники с очень правильно расставленными акцентами звуки. Тут вам и небольшое усиление низких частот, и более выделенная и сочная подробная серединка с техничными и детальными высокими частотами. И, наверное, сейчас среди других планаров в этой ценовой категории они буквально затмевают все под собой.